Ребята, привет! Мы с вами уже начали разбирать варианты ответов решения колористической задачи, когда нужно сделать из натуральных волос 7-го уровня цвет 12-19 в нумерации Schwarzkopf Professional. В вопроснике было 4 варианта решения этой колористической задачи, и мы продолжаем разбирать первые 2. Те, где у нас окрашивание состоит из 2 этапов – обесцвечивание и тонирование. Мы уже проговорили особенности работы с осветляющими красителями 10-12 ряда и то, что они не подходят для процедуры тонирования. Давайте вспомним еще один очень важный краситель. Это прозрачный фильтр для тонирования уже осветленных и обесцвеченных волос. Ряд в Schwarzkopf Professional, который называется 9,5. Это малопигментированный и малоаммиачный Vigora Royal и совсем безаммиачный Vigora Vibrance краситель, который будет работать для тонирования волос 10, 12, 14, 16 уровня. Кто еще не знаком с моим вариантом обозначения цифрового обозначения цвета блонд, переходите на бесплатное видео на сайт salonlondon.ru. Краситель ряда 9,5 не осветляет, не дочищает, а только придает оттенок тем волосам, на которые вы наносите его. Если вы наносите на волосы 8-го уровня, то вы почти не увидите цветового результата, потому что ряд 9,5 достаточно прозрачный. Наносите на 12 уровень и получаете цветовой результат смешивания того цвета, который у вас был 12 уровня, и тех пигментов, которые замешаны в красителе ряда 9,5. Интенсивность результата тонирования зависит от пропорции смешивания красителя с окислителем, а также от времени выдержки. Чем больше держите краситель на волосах, тем плотнее становится оттенок, так как больше образуется пигментов цвета. За 5 минут образуется минимум пигментов, за 20-30 максимум. Чем светлее база, тем меньше может быть время выдержки. Или можно взять больше окислителя. Классическая пропорция Igora Royal и Igora Vibrance 1 к 1, краситель плюс окислитель. Но если я работаю на волосах 15-16 уровня, примерно как мои, то мне можно взять будет для тонирования таких прозрачных светлых волос окислителя в 2 раза больше. Тогда я не ухожу в затемнение, даже если увеличиваю время выдержки. А увеличивая время выдержки, я увеличиваю стойкость этого прозрачного тонирования. Еще больше про секретные возможности ряда 9,5 смотрите в полном курсе по колористике на сайте salonlondon.ru. Итак, мы с вами определили, даже если вы выбрали двухшаговое окрашивание из 7.0 в 12-19 через обесцвечивание и тонирование, то вариант тонирования 12 рядом нам категорически не подходит, потому что это будет повреждать осветленные порошком волосы. Кроме того, мы неоднократно уже говорили, что 12 уровень можно сделать красителем 12 ряда, если у вас исходная база 6 уровня или выше. У нас с вами база 7-го натурального уровня, то есть волосы не окрашены. И поэтому на самом деле первый и второй вариант в нашем тесте-опроснике нерациональные способы окрашивания. Это излишний расход материала и большая затрата времени. Выйти с 7 на 12 уровень – это значит осветлить всего лишь на 4 тона. Значит, мы вполне можем воспользоваться красителем 12 уровня на 12% окислителе. Не забывайте, что применение 12% окислителя с осветляющими красителями – это норма. Важно соблюдать основные правила. Пропорция смешивания, а 12 ряд Igora Royal смешивается с окислителем 1 к 2 и никак иначе.
Тщательно перемешивайте краситель с окислителем 1,5–2 минуты, но не более, чтобы не потерять активность аммиака, иначе достаточного осветления у вас не будет. Используйте краситель на немытую кожу головы. Себум предотвратит излишнее раздражение высокощелочным продуктом. Используйте максимальное время выдержки при осветлении осветляющими красителями. Я обычно добавляю к положенным по технологии 45 минутам еще 10–15. Особенно, когда работаю с зимними волосами или в помещении очень прохладно. На эту тему у нас есть отдельное видео на канале. А в следующем видео мы с вами еще разберем, что же нужно обязательно добавить в рецептуру для того, чтобы действительно получить цвет 12-19 на 7 уровне натуральной базы.